Я вам даже не доснял эту коробочку, потому что кончилась память на телефоне. Но хочу еще сказать о том, что Ольга прислала письмо большое, 6 листов, и они с двух сторон исписаны. А отдельные 2 страницы это... Здесь немного о себе она написала, но вот отдельные 2 страницы это мне нужно, наверное, даже от себя мне бы хотелось все-таки прочесть то, что она пишет. Так, посвящение каналу Ивана Рыбникова. Наведу на такую красивую картинку и сам буду вам читать. Привет Ивану Королевичу. Привет, девчонки. Да и мальчишки. На канале, если есть... на канале, если есть. Свое послание шлю я из Германии. Иванечке воздать хочу хвалу и честь. Ну что же, королевы, сознавайтесь, подсели на канал Ивана? Сама грешна с недавних пор я в этом. Жду видео его и поздно вечером, и утром рано. И вот дождались. И Ваня нас на вернисаж ведет. И не таясь покажет все, расскажет. На рынок антикварный еще нас поведет. И вместе с нами по рядам пройдет. Вот Федя ждет его уже. И приготовил Ванечке подарки. И кассе Ваня заглянет. От королев сюрпризы так нежны и ярки. А вот Танюшка с Костей встречают Ивана весело и дружно. Танюша новый микрофон берет. Ей поприветствовать всех королев сегодня нужно. Ваня демонстрирует нам красоту, и взгляд мы оторвать не в силах. То статуэтки, куклы, мебель антикварная, посуда, люстры, украшения, что предками с любовью много лет назад изысканно так создано все было. Не замечаем мы, как время пролетает. В компании Ивана нам совсем не скучно. Но вот и рынок уже закрывается, и Ванечка спешит в кафе поужинать. Он позовет нас всех с собой в кафе, ассортимент представит очень вкусный. Поужинав, спешит с покупкой домой. Их привести в порядок и полюбоваться ими нужно. Москва вечерняя уже в огнях, и эту красоту нам Ванечка покажет. И, как всегда, не досмотрев, никто из нас сегодня спать не ляжет. Класс. Еще третья часть. Мы очень рады, что мы королевы, и в королевстве Ванином живем. У многих детская мечта осуществилась, и Ваню снова на экране ждем. И вот уже другое видео в Кремле, где Ваня песню распевает. Главное, чтобы костюмчик сидел. В костюме просто королевском. Пред публикой он выступает. А для солидности он тросточку берет. И по ступенькам он спускается вальяжно. В любви тебе мы, Ваня, признаемся, а сколько лет нам, это ведь не важно. Ты в мир волшебный вновь уводишь нас, что называется, всем дамам по роскошному наряду. И в эту атмосферу с головой мы погружаемся, как будто там живем с тобою рядом. Из рук твоих выходят пусть шедевры, наряды дамам. Ты с любовью создавай, а мы же с нетерпением ждем показов, коллекций новых. Твори же, Ванечка, дерзай. С наилучшими пожеланиями, Ольга Трап, июль 2022. Спасибо за то, что вы у меня такие талантливые, за то, что вы столько внимания уделяете и слышите и слушаете то, что мне интересно, и присылаете это, именно то, что мне пригодится. Очень благодарен, каждый в отдельности, и за комментарии, и за посылки, и за ваш труд. Это все такие материальные вложения. Что-то, может быть, даже часть продам, и на эти средства смогу приобрести то, что мне более нужно для тех же показов, те же ткани, еще что-то. Поэтому спасибо огромное. Продолжаю снимать. После Ольгиных стихов хочется тоже продолжить стихами. Вот тоже брошь с магнитной застежкой.
булавка золотом горит. Так вот мы друг друга и поддерживаем, так и рождается что-то общее. Так, ну что, дальше пойдем. Тоже булавочка. Какая булавочка? Не булавочка, а брошь. Еще одна брошь. Тоже на магнитной застежке. Открывающаяся подвеска. Ну вот они такие. Это сразу идет с цепочкой, а вторая без бронзы и под бронзу, да, и под серебро. Кстати, вот две вещицы, да, можно как-то даже компоновать. Вот эту застежку я уже перепутал, что, по-моему, не показал вам, да? Это как раз таки пряжка. Вот это находка для меня. Это пряжка для поясочка, для пояса. На юбку или на платье. Вот это для меня особая радость. Пряжечки. Так, здесь что? Цветок. Брошь, цветок. Дальше. Ой, какая красивая. Вот эта брошь. Что-то там интересное. Какой-то разводы какие-то. Каменья. Красивая, да. Так, идем дальше. Еще одна брошь. Роза с жемчугом. Листочек, брошь. Я говорю, тут очень много всего. И тут только одна коробочка. О, кстати, а вот такой я как-то приобретал на рынке тоже. Подвеска сова. На цепочке. Как-то я такой приобретал уже, так что это у меня уже вторая сова. Это застежка для шарфа, по-моему, эту я показал в том видео, да, вроде бы как. И она сюда попала. Ключик, брошь. О, это клипсы. Это клипсы. Да, вот такие треугольнички с камешком. Черным. Плоские, маленькие, интересные такие, да, своеобразные. Ну, кстати, есть там и этот. Так, вот интересно, на воротничок от рубахи. Треугольная, где она упала. На два воротничка от рубахи. И по центру будет висеть вот такой треугольник с камешком. То есть вот на уголки воротничков пристегивается и висит вот такая история. Красивая вещица. Ни разу мне так, ну, не было, не использовал. Так, это, по-моему, лук и стрелы, если не путаю. Да, лук и стрелы. Брошь. И что тут осталось? Сердце. Как на Титанике. С бриллиантом. Все, мы с вами все-таки опустошили эту коробочку. Пойдем дальше. Ну, там крутится так красиво как-то. Для котиков хорошо в такую играть игру. Так, ладно, идем дальше к следующей коробочке. Покажу еще раз вам эти гостинцы. Злато, серебро. Вот это мне очень понравилось. Буду носить сам. Не зря, наверное, Марок спел песню про сундуки, про «Оставайся, Ваня, с нами, будешь нашим королем», да, потому что вот здесь вот сундуки вот такие открываешь, от вас красивые. Здесь, например, этот Марина из Италии Евсиковой. Это все здесь винтажные пуговицы. Ну, это такие теперь уже мои клады, да, красивые. Здесь стоит тоже от Марины Евсиковой, а шкатулка тоже там. Вот так сгрустнется, залез, полистал, пошерстил, вспомнил что-то, да. Здесь вот кукла стоит, да, от Маришки тоже Евсиковой. Вы видели, совсем недавно она приезжала в Россию, мы встречались с ней.
Очень приятная девушка. Она даже поговорила с Эллой. Элла говорит, дай Марине номер. Теперь они общаются. Тут тоже что лежит? Ее подарки Марины Евсиковой. Вот эти салонки шикарные. Я их даже не убираю, потому что мне нравится, как они здесь стоят и замечательно смотрятся. Вот эта кукла меня покорила от Марины Евсиковой. Что там опустилась шляпка? Надо ее закрепить булавочкой. Ну вот так у них, да, платья закреплены булавками и шляпки тоже. У винтажных кукол. Так, вернемся к Ольге Трап. Берем с вами следующую коробочку. Это у нас кулон на тонкой, такой тонкой тесемочке. Что-то такое турецкое, да, напоминает. Это когда, чтобы султан не потерял своих невест, чтобы они ходили и побрякивали. Угу. Булавки. Можно как шляпную использовать, можно как для лацкана. Вот какая другая. Очень длинная застежка на ней. Как будто лицо в короне, да? Сделано. По-моему, здесь перекликание разных этих стихий, так это назовем, как будто вот это общая корона, и здесь маленькая корона. Интересная вещица, необычная. Так, вот такая сумочка от Ольги Трап. И вот здесь, кстати, крестик, да? Может быть, здесь, чтобы молитвы носить какие-то с собой или что? И в этот раз Марина Евсикова мне привезла тоже точно такой же кошелечек. Металлические. Соты, назовем их так. Так, дальше здесь вот такие клипсы. Клипсы. Вот так их положил, как-то поаккуратнее, опрятнее, так скажем. Вот клипсы, другой вариант. Интересный, правда? Видите, какой у меня разлет. Разлет возможностей теперь наряжать-то своих королев. Серебро с черным. Клипсы тоже. Еще одни клипсы. О, это разные. Так, тогда погоди, пока вот эти. С шоколадкой внутри. Как будто бы, да? Так, а где такая еще? А, вот она такая. Эх, царство, государство, да? Маловато, разгуляться негде. Так. Такие, чисто золото. Ну, разнообразие, да? Круто. Так, дальше вот эти у нас. Жемчуга. Угу. Я их, видите, как пельмешки укладываю на на судочек. Так, дальше вот такие. Интересный шарик в листочках. Внутри пустотелый, кстати. Так, сюда мы их берем. Дальше что у нас?
Это клипсы тоже. Они просто к друг дружке одеты друг в дружку. Пельмешки с вами у нас тут. Бирюза. Предполагаю. Застежка какой интересный. Вот, открыл застежку, чтобы вам показать. Вот она захлопнулась. Так, дальше вот такие. Но это чистой воды винтаж, видите, да? По застежке видно, по металлу. Так, дальше у нас вот эти не кожей ли обтянуты? По-моему, кожей. Вот она потрескалась в некоторых местах. Так, пельмешки. Пельмешек становится все больше. Вот эти какие интересные. Красивый задник у них, да, ажурный такой. Так, дальше богатство бусинками, вот такими брусничками или смородинкой. Так, вот такие сережки. С бриллиантами. Так, вторая к ней. Блистать на сцене и на подиуме. Так, нашел еще две вот парочку вот таких. В этот раз Марина привезла Евсикова много тоже клипс. Дойдем мы до ее посылки. Так, и осталось здесь вот такое украшение. Ну это, кстати, вот к этим бусам, к этим серьгам, я так понимаю, да? Если судить по треугольничку. Ну да. Оно такое треугольное. Я надела его на манекен. Это у меня манекен 50 размера. В последнее время часто мне пригождается он. Вот оно украшение. И, кстати, вот здесь вот эту шляпку делал сам. Тут уже трещинки появились со временем. Ну, можно закрасить, обновить. Вот эти лепнинки, у меня все это есть. Молды, из которых делаются. Это древесная пульпа. И наклеил, и потом выкрасил. Ну, просто надо обновить уже. Она уже освоилась навсегда. И, видимо, со временем тут уже подсохло. Просто подкрасить нужно. И ножку я там как-то показывал вам уже, да, что я ножку тоже делал, украшал. Там тоже, да, меняется положение, поэтому высота меняется, поэтому там вылезла некрашенная часть. Так, ну ладно, дальше идем к Ольгиной посылке. Это была одна из коробочек. Только лишь одна из коробочек. Кстати, многие из вас сегодня написали, вчера вернее, да, под видео, что это за штука, что это закладка для книги. Вот. Я в своих видео часто говорю про Марока. Вы просите с ним познакомить. Вот он, Марок сидит. Шутка, конечно. Ну да, мы с Мароком смеемся, что это он сидит и подглядывает за мной. А вообще Марок живет в Риге, он знаток антиквариата, 20 лет он этим занимается и многое мне подсказывает. И не только по
даже по личным моментам человек поддерживает и помогает. Спасибо, Марок. Ну и песню в конце «Оставайся, мальчик, с нами». О, это именно Марок поет. Он поет и другие песни. Ну, человек скромный, не выпячивается. Камеру он не любит, поэтому говорит, я останусь инкогнито. Но вот в ваших глазах пусть он будет вот таким, Марок. Так он приятный молодой человек. Ну, по жизни. Открываем следующую шкатулочку, и там вообще в посылке много различных платочков. Вот здесь два лежат, да, как просто переложено, чтобы не болталось все это здесь внутри. А вообще там еще их целая куча платочков, всяких разных, и с вышивкой, и со всеми делами. Но мы с вами смотрим и наслаждаемся дальше. Но я повторюсь, это все-таки сокровищница Али-Бабы. Долго можно мне тут все это применять. Но самому купить это все накладно. Потому что ты же не сразу это все используешь, а только вот то, что даже я покупаю, а только со временем что-то туда, что-то сюда. Раз и подошло, раз и подошло. Но вот эти накопления мне уже надолго меня долго будут радовать. Тоже брошь. Хотя вот эти вот, они могут даже и на одно платье пойти. Вот эти все броши. Потому что они в одном виде, да, в одном цвете, одинаковые. По стилистике эти подвески могут пойти, я не знаю, банты завязать и на банты. Я все это люблю ажурно. Это на горловину может пойти. Ну, в общем, полет фантазии мне позволит все это использовать. А это, знаете, что это, по-моему, браслет. А нет, это серьги. Это набор. Серьги и кольцо. Ну, согласитесь, прекрасно дополнит одно из моих платьев на подиуме. Наряд для королевы. Дальше у нас вот такая брошь с камеей. Зеркальная поверхность там. Стрекозка, смотрите, какая прелесть. На детскую вещицу. Хоть на шляпку, хоть на платьице. Приятная вещица такая. Дальше что? Это у нас такая прелестнейшая вещица. Чехословакия. Старенькая. Брошь. Моя особая любовь к чехословацким брошам. Вот необычная какая. По всей видимости, ручная работа, скорее всего. Для шляпки хорошо. Что там дальше? Так, это вот такая детская цепочка с бабочкой, с бантиком. Почему детская? Потому что не длинная цепочка. И вся цепочка тоже с камешками. Очень приятная вещица. Еще броши у нас здесь есть. И еще. Еще листок. Сердце. В каменьях. Такие вещицы хороши, когда есть у меня ткани, когда сочетаются разные цвета в одной ткани. Такой вот бантик под бронзу. Какая прелесть. Это как жучок, да, с крылышками, что-то типа жучка. Приятная вещица. Хороша.
этом отделении еще вот остался вот такой бантичек. Ах, потерял 2 камешка. Ничего страшного. Что-то типа анютиных глазок. Но это не анютины глазки. А что это? Какой это цветок? Слушайте, ну такие красивые, приятные соцветия. Благородное какое-то, да? Очень красиво. Нравится. Угу. Красотка. Как будто бархатные только что расцвели. А вот еще приятный момент. А как же они сюда попали? Они же все лежали у меня там в отдельной коробочке. С птахами. Так, а что здесь написано? Дамаскуанадо, Толедо. Классные. Так, смотрим дальше, что тут еще. А, это на резиночках были. Все эти баночки были на резиночках, чтобы не раскрылись. Тоже для шарфов. Удерживать шарфы, продеваешь сюда, моделируешь шарф на себе с помощью таких зажимчиков. Это брошь. Шикарно блестит, да. Вся просто горит, сверкает. Так. Ага, 2 сережечки вот таких. Спокойного цвета, такого голубенького. Так, и осталось здесь 2 броши. Одна современная под винтаж и одна винтажная с микровышивкой. Сейчас мы ее достанем. Ой, слушайте, а мне Марина Свирских прислала видео. Помните посылку из Израиля от Марины Свирских, где была целая коробка украшений ручной работы, которую она мне прислала, и я еще ношу. Сейчас покажу. Это украшение, помните? Это я его сам ношу, облюбовал с рубахой такой рыжей. И она, уже прочувствовав меня и поняв мою суть внутри, заказала новое украшение вот у этих мастеров, которые собирают вот так из бисера, дополнив это украшение вот такими вышивками внутри с медальонами. То есть вот если это внутрь ставить, да, как-то. И она мне его прислала видео, какая там красота, какая невероятная там красота. Это у меня в большой комнате в зале тут тоже отдельная красота. И, кстати, вот этого, я, по-моему, вам так и не показал этого медвежонка, да? А это же мне прислала Галина из Германии. Вот этого прекрасного медвежоночка. Кстати, когда ей звонишь на WhatsApp, у нее стоит этот медвежонок. Она как-то дала даже ему имя. Или я показывал вам его. Ну, классный. Мне тут пришла тут знакомая, хорошая моя. Хотела его купить, но я не продал. Говорю, это вот подарок такой ценный. Пусть стоит. А эту рамку тоже одна из королев принесла. Ася оставила в подарок для меня. Здесь стоит Асин букет с вазой, которую она делала делала его с помощью яичной скорлупы. Подарок от Аси. Здесь я маленький. Кто-то, если смотрел у Фальконе передачу со мной, она там вставляла эту фотографию. Вот я маленький, и я все никак не приобрету. Но я ищу, во-первых, размеров побольше нужно. Рамку, хочется бронзовая. Она, как правило, дорогие, да еще и большого размера еще дороже. Ну, вот жду, когда нарвусь на что-то и приличное, и по цене выгодное.
Так, дальше идем, кстати, да, вот Марина из Израиля тоже готовит посылку, складывает потихонечку. И когда-то она придет в наши руки. Чтобы Иван Рыбников не терял время, не бегал по магазинам, не искал всякие разные предметы для своей работы. Вот Ольга Трап как раз позаботилась в том числе об этом, да, чтобы я в своих закромах в нужное время нашел то, что мне нужно. Поэтому прислала вот такие цветы, чтобы у меня была возможность украсить мои платья, украшать, когда мне это нужно. Шляпки, сумочки, прекрасные цветки. Вот черный здесь тоже есть, золотой. Что там еще? Один черненький. И здесь плоские. Да, здесь поэточные плоские, но очень красивые. Там бисер еще есть внутри. Сейчас достану. Вот достал. Два таких цветка. И здесь смотрите, что есть. Вот такой господин в жилеточке, в рубахе, во всем летнем, на природе, фуражка, по-моему, очки, да, галстук. Все серьезно, все солидно. Мода должна быть... Мода должна оставаться модой. Это такая приклеивающая, да, термопластина. Ну что, нас еще ждет распаковка. Это еще не все. Главное, чтобы костюмчик сидел, и как пошит он могли показать вы. Ведь для того и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Еле-еле гости на этот костюмчик глядели, чтобы невеста сам лет пошила.